Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю, как стать дизайнером одежды. Мы продолжаем разбор гардероба по типам фигур. Поехали! Сегодня разбираем тип фигуры высоких и полных женщин с такими параметрами, как рост 172 сантиметра, вес 90 килограмм, обхват груди 115, талии 95, бедер 120 сантиметров. Конечно же, это все плюс-минус. Предпочитают одежду скромных тонов и с вертикальными линиями или наклонными линиями кроя. Одежда узкого или умеренно расклешенного покроя, рукав узкий, либо умеренно широкий, вырезы более глубокие, с острыми углами, материалы плотные, гладкие, либо немного рельефные. Рисунок ткани, конечно же, скромный, цвета холодные. Вот, к нам киса присоединилась, тоже хочет посниматься. Цвета холодные, смешанные, либо черный цвет. Головные уборы низкие, умеренно широкие, также темных тонов. Аксессуары, дополняющие образ, все, как правило, крупного размера. Обувь на низком каблуке, но скромных тонов и фасонов. Воротнички предпочтительно лежачие или продолговатые. Также не забывайте о том, что к высокому росту вообще не рекомендуются стоячие воротнички. Украшения солидные, желательно предпочтительно ожерелья из длинных нитей, но не идут абсолютно прилегающие к полной шее нити жемчуга, допустим, в несколько рядов или ожерелья. Следует избегать каких-то крупных и очень броских украшений в прическе. Прически в зависимости от овала лица, узкие или свободные. Также не рекомендуется выбирать очень какие-то эффектные ткани, какие-то броские и даже усложненные фасоны. И следует избегать очень экстравагантных моделей.
Одежда по фасону, расцветке, материал должна быть сдержанной и солидной. Светлые тона и яркие здесь абсолютно неуместны. Такой фигуре также подходит умеренно широкий покрой, раскрой принцесс, а также платье с удлиненной талией и неотрезным передом. Очень хорошо будут открытые жакеты, которые будут сидеть на узком платье или юбке. Полная фигура будет казаться тоньше, а в платьях узкого покроя, поэтому следует отказаться от слишком свободных и пышных фасонов. А также очень хорошо в покрое для придания стройности большие детали кроя разбивать вертикальными линиями или наклонными, а также очень хорошо идут V-образные вырезы. У всех женщин с высоким бюстом линия талии должна находиться ниже обычной, так талия будет казаться тоньше. А также одежду высокой полной женщине отлично оживляют такие элементы отделки, например, светлых тонов, такие манжеты, либо воротнички, окантовки, пуговицы, и либо жилеты. И еще очень тщательно подобранные украшения, какие-то очень необычные, это могут быть застежки, либо декоративные жилеты, либо очень искусно подобранные палантины. Верхняя одежда, пальто или костюмы желательно прямых фасонов или слегка чуть-чуть в талию. Также умеренно колоколообразных к низу. Особенно к лицу костюмы удлиненных фасонов и пальто на 7/8. Верхнюю одежду дополняют длинные воротники и крупные карманы. Ткани гладкие или немного рельефные, тонкие, толстые, плотные. Расцветка всегда желательно предпочтительно холодных тонов, либо еще очень идет черный цвет. Такие цвета будут всегда слегка стройнить и уменьшать объем в фигуре. А также подходят ткани в скромную полоску, косую клетку или елочку. Если на ткани присутствует принт, то фон его должен быть темным. Отделка из меха возможна как из длинного ворса, так и короткого. А если шуба, то шуба обязательно из меха короткого ворса должна быть, чтобы она не придавала дополнительного объема фигуре. Купальники лучше темных тонов, с бретелями, более закрытые, но допускаются некоторые яркие окантовки, например. Либо аксессуары могут быть яркими, такие как пляжные сумочки или парео. Разберем еще один тип женских фигур. Это такие фигуры, которые называются прямыми. Это примерные параметры такие: рост 165 см, вес 63, обхват груди 93, талии 80, а бедра 98 см. То есть это такая фигура, которая в объемах груди, талии и бедер имеет абсолютно небольшие различия, то есть практически прямая.
Потому нужны такие фасоны, которые будут визуально увеличивать объем груди, округлять бедра и более тонко делать талию. А вот, например, верхняя одежда, она уже сама по себе будет скрывать недостатки такие, недостатки фигуры. Поэтому стоит уделить больше внимания платьям или платьям-костюмам. Платья могут быть как узкого, так и широкого фасона, которые для придания объема груди и бедрам будут использоваться драпировки, складки, канты или застежки. Хорошо скрывают недостатки болеро или жакеты, которые носят с юбками, расширенными в бедрах. Платье с широкими поясами или оттененной талией. Обязательно. Очень хорошо подходят свободные блузки с такими же юбками или платьями соответствующего фасона. Нельзя подчеркивать прямоту фигуры не отрезной в линии талии одеждой. И еще очень будут хорошо подходить спортивные костюмы. Такая будет стройная фигура с мальчишеской фигурой, стройная женщина с мальчишеской фигурой. Нет особых требований к материалам для шитья одежды, но, например, платья с драпировкой следует шить из более тонких и легких тканей. А костюмы более строгого фасона, например, уже с карманами, строчкой и рубчиком из более толстых и рельефных тканей. Женщинам с несимметричной фигурой следует выбирать свободные фасоны несимметричного покроя, так как они будут лучше скрывать недостатки несоответствия фигуры, чем одежда более правильного и узкого фасона. У платьев, костюмов, пальто линию кроя, линию отделки, драпировки следует направлять в сторону, допустим, низкого плеча или узкого или косого бедра, скрывая тем самым несоответствие частей тела. Никогда одежда не может быть абсолютно всем к лицу. Например, одежда, одетая одновременно на человеке, не может быть разных рисунков, например, верх и низ разных принтов. Если одеваете принтованную одежду, то достаточно одной какой-то части, допустим, верх принтованный, а все остальные части пусть будут однотонными. Также соответствие принтов нужно соблюдать, рисунков. Допустим, если это какие-то геометрические фигуры, то верх и низ, они должны соответствовать друг другу. Допустим, если круглый принт, то к нему подходит овальный, что-то такое более круглое. Нежелательно использование противоположных принтов. Допустим, вверх у вас какой-то круглее, допустим, какие-то более круглые, внизу уже треугольники или что-то противоположное. Это будет сильно дробить фигуру. Ну и вообще, в принципе, взгляд будет теряться в вашем образе и не будет знать, куда зацепиться. Для этого нужно иметь какой-то центр композиции, то есть в образе должна быть одна какая-то часть, которая будет центром композиции. Это обычно самая яркая броска. При выборе одежды женщина, обладающая вкусом, будет всегда учитывать свой возраст, особенности фигуры и тип. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, информация была полезной и интересной для вас. Тогда не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. А мы с вами увидимся через неделю. Всем пока-пока!